Сейчас мы в Екатеринбурге. Сегодня 16 мая 2026 года, суббота. И мы решили взять экскурсию выходного дня и поехать в город Каменск-Уральский. Пойдемте вместе с нами, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Мы вас всех очень ждем. Сегодня прекрасная погода, будет 30 градусов. Отправляемся на прогулку вместе с вами. Так, по поводу, меня зовут Александр, сегодня буду вашим экскурсоводом на заводе Петков. По поводу техники безопасности на территории завода. Сами понимаете, производство, всякое может быть случиться. Смотрим внимательно под ноги. Вперед меня никто не идет, передвигаемся только группой. По одному по территории никто не ходит, не бегает. Внимательно смотрим под ноги и по сторонам. И все будет хорошо. Но все процессы технологические мы вам в теории покажем, а результаты вы увидите уже там. Все, прошу, за мной. Фотографироваться, а потом я уже начну. Но поднимать не надо. Дорого обойдется экскурсия. Еще большая просьба, когда пофотографируетесь, поставьте, пожалуйста, на беззвучный телефон. История производства и легенд. Одна из легенд, 4 век, провинция Кампань, был такой епископ, милостивый Павлин. Павлин милостивый, еще Павлин святой его называли. Однажды, гуляя по своим владениям, по полям, по лугам, он очень сильно устал, решил прилечь на травку, отдохнуть. Ему приснился сон. Ангелочки в виде колокольчиков и волшебный звук, издающий волшебный звук. Он был настолько впечатлен, что, проснувшись, он нашел мастера и приказал ему отлить колокола, чтобы и научить их звучать так же, волшебные звуки издавать. С тех пор наука о колоколах называется кампанология в честь вот этой провинции Кампань. Вообще колокола уже были, информация о колоколах уже была известна уже примерно в X веке. То, что на Руси уже были колокола. На новгородской переписи упоминается уже 1066 год. Только чьи это были колокола, неизвестно. Были ли они византийские, были они европейские или всегда на Руси отливали. Этого никто доказать не может. Версий очень много, но они имеют место быть каждая. Кто-то говорит, что колокола вообще пришли из Китая. Но доподлинно известно, что уже 16-17 век уже было собственное производство на Руси колоколов. Уже сами отливали. То есть до этого приглашали мастеров, привозили из Европы. Они, соответственно, учили наших мастеров отливать, зачастую забирая свои колокола отлитые. То есть они передавали знания, но
свою продукцию они забирали. Оставалось очень мало. Собственные колокола 16-17 век, это уже точно известно, что отливали свои. Колокола отливаются у нас из колокольной бронзы. Это 80% меди и 20% олова. Вот такое соотношение, оно было найдено именно путем проб и ошибок. То есть именно звук вот этот вот дает соответствие процентовки металлов. Это именно колокола, которые отливаются на Руси. В Европе немножко технологии отличаются. Завод Питков и компания был основан в 91 году, но до 91 года колокола отливались на наших предприятиях нашего завода, на нескольких предприятиях. То есть арендовали цеха. Сам Николай Геннадьевич работал на литейном производстве мастером на алюминиевом заводе. Когда пошел в 80-х, в конце 80-х, 90-х годах пошел клич, начали восстанавливать церкви, началась кампания по восстановлению церквей, соответственно, восстанавливались и колокольни. Он узнал из «Комсомольской правды», что вот восстанавливаются колокольни, поехал в Ярославль, где восстанавливали колокольные мастера, пообщался с ними, приехал обратно, договорился со своей бригадой оставаться после работы, это было всего лишь несколько человек, и начали пробовать отливать колокола. Один из таких колоколов мы потом увидим внутри. Вот таким образом. Компания в 91 году было принято решение оставить основные места работы и основать компанию. Завод, на котором мы сейчас находимся, построен в 2003 году. Это единственный завод в России, который построен именно для производства колоколов. Вообще у нас в России сейчас действует 4 завода. Это Ярославль, это Воронеж, Москва и Каменск-Уральский. Все остальные заводы, кроме Каменска-Уральского, они арендуют помещения. Таким образом. Центральный вход нас встречает колоколами и пушками. Это пушки отлиты не из чугуна, так как в этом году у нас 325 лет исполняется Каменскому чугунолитейному заводу. Он первый был на Урале. В 1701 году начали отливать пушки, ядра, мортиры, бомбы. Эти пушки были отлиты в честь, в дань уважения тем мастерам, которые были изготовлены. Конкретно это копия пушки, которая была изготовлена, и эта морская пушка была изготовлена для второй северной экспедиции Витуса Беринга. Это 1733-1734 год. Есть один момент исторический такой, запоминающийся, вот клеймо. В силу срочности заказа, так как заказ был перенесен в Каменск, изначально заказ для пушек был на Екатеринбургский завод и Уткинский завод, это Челябинская область. Отливались пушки тонкостенными, они не прошли испытания, их разрывало. И этот срочный заказ был перенесен на Каменский завод. Все отлично, все получилось, испытания пушки прошли и, соответственно, начали отливать здесь. Художник допустил ошибку, написал Каменско завод вместо Каменской завод, то есть одну букву он пропустил. Но если путешествуя по России или где-то за пределами России, вы увидите именно такое клеймо, это точно 100% это каменские пушки. Их ни с чем не спутать. Если вы посмотрите сейчас вот наверх, вы увидите знак компании Питков и компания, это белый соболь. Белый соболь, играющий на трубочке с крылышками. Белый соболь вообще на Урале это считалась марка, обозначение марки стали, уральской, именно уральской стали. А вообще белый соболь это знак сталеваров. С крылышками, потому что ангел с трубочкой, ангел поет. Колокола, которые вы здесь наблюдаете, это 18-19 век, это можно сказать, если грубо сказать, это лом, да? Его привозят с разных концов нашей страны, это лом, но рука не поднимется их
уничтожить, выбросить или переплавить, так как у нас на Руси особое отношение было к колоколам. Считалось, что мастер, который производит, он вкладывает в них душу. Разные заводы здесь представлены, которых уже не существует. Это Шадринский завод, это Тюмень, это Гатчина, по-моему, еще где-то был у нас Невьянск, по-моему, что ли, не помню. Ярославль был, по-моему, еще. Эти колокола, они уже не звучат, у них у многих нет уже, где-то крепления ушей нет, где-то нет языков, где-то трещины. Но они представляют свою ценность как исторические объекты, грубо говоря, предметы, исторические предметы, и рука на них не поднимется ни по каким канонам, ни по человеческим, ни по церковным канонам. Колокола вообще, в принципе, освещались все, абсолютно раньше все. Сейчас этим занимаются уже непосредственно на местах. Если колокол здесь отливается, его везут в какую-то церковь, там уже происходит освещение. Позади вас, сейчас перейдем к звоннице, позади вас находится, это минимальный набор звонницы. Здесь получается 4, 5, 6, да? 6 колоколов. Руки у нас 2. Есть одна нога, на одной стоим, то есть все предусмотрено, да? Для ноги, для руки, для правой руки, для левой, для правой. С правой стороны это зазвонные, правой рукой мы управляем зазвонными колоколами. Это колокола, они обычно маленького размера. Если это Урал, Сибирь, это 3, если это Архангельская, там область севера, там классическая 4 уже идет. Зазвонные это праздничные, призывающие колокола. Для пущей радости звонари привязывали сюда разноцветные ленточки, чтобы было ощущение праздника более насыщенное. С левой рукой мы управляем. Это у нас альтовые, они же основные. Слово основные это означает, что эти колокола звучат во все дни. И в будни, и в праздники, и в пост. То есть они работают постоянно. Второе название альтовые. Полилейные еще их называют. Справа это басовый колокол, так скажем, грубо говоря, басовый. Раньше он исполнял функцию сигнальную, набатную. Сейчас это ритм, это бас, это насыщение красками мелодий. Покажу примерно, я не звонарь, но примерно покажу небольшую технику, как это работает. Допустим. Примерно вот так. Левая рука. Примерно вот так. Бас звучит у нас вот так. Ритм бас. Примерно таким вот образом. Это самое такое элементарное, самое простое. На звоннице вы сможете потом немножко попробовать самостоятельно поиграть после экскурсии. Сейчас я вас приглашаю вовнутрь цех, чтобы познакомиться с самой технологией производства. Аккуратно смотрим под ноги, также спокойненько заходим и располагаемся. Все, да? Кто-то из вас был на территории Кремля? Видели царь колокол? Да. Сколько он примерно весит, кто знает? Ну, варианты есть какие-то? 800. 800 чего? Тонн. 800 килограмм есть варианты? Нет, тонн. 800 тонн? Нет, тонны. Нет? 3 тонны? Ну, по разным данным, его невозможно, в принципе, нет таких весов, его невозможно взвесить, но по определенным параметрам можно определить примерный вес. Примерный вес там от 212, разные варианты, до 214 тонн. То есть осколок видели, да, у него рядом стоит? Ну, этот осколок примерно от 11 тонн. От 11 тонн.
На территории данного завода производится колокола от 6 килограмм. То есть меньше 6 килограмм это не считается церковными. Церковные колокола, мы сейчас разговариваем именно о церковной музыке. От 6 килограмм начинается до 18 тонн. В Екатеринбурге, кстати, 3 колокола наших 18 тонн висят. Это храм на Крови, это Новотихвинский женский, да, монастырь и еще забыл. Еще в каком-то, да. В Верхотурье тоже, да, есть. Да, в Златоусте, да. Что мы привыкли видеть на колоколах? Снаружи. Так, образа, еще что? Надписи, орнаменты, да. Все. Когда заказ поступает на завод, то есть заказчик заранее обговаривает, что он хочет видеть на своем продукте, на колоколе. Какие образа должны быть, какой орнамент, какие надписи должны быть. Ну, то есть есть все равно у церковных колоколов есть свой регламент, это все согласовывается. Заказ поступает непосредственно сразу же формовщикам. Получается, чтобы нам нанести какой-то орнамент, нужно изготовить восковую вот такую форму. Если в этом году, кстати, 35 лет заводу исполняется. Если какой-то уже там банк есть у нас форм, если, допустим, какой-то формы нет, какое-то новое изображение, тогда художник, кстати, он самоучка, художник, который знаком со всеми школами иконописи, он изначально изготавливает из пластилина очень тоненько на стекле объемное изображение сначала, потом это все отливается в гипсе. Пока гипс у нас вымачивается, подсыхает, вымачивается, отливается восковая, получается, пластинка изображения. Используются огарки от наших 6 действующих храмов. Там даже если зайти, но мы сейчас заходить не будем, если зайти даже в мастерскую сейчас, где висят у нас восковые образцы, там будет пахнуть кладом. Когда маленькие группы были, у нас дверь была открыта, мы проходили, и кладом пахнет. Это вот как раз именно от восковых огарков идет. То есть выполняется у нас в виде пластинки, вот вы сейчас видите даже изображение, мне даже не надо будет, могу, конечно, поближе фотографию вам показать. Ну, здесь видно вживую. Получается восковая у нас пластинка в виде пластинки. Так, а самой этой пластинки у меня нет. Сейчас я вам покажу пластинку. Как она выглядит. Вот получается вот такой вот, руками не трогай, покажу просто, да, вот такое вот изображение. То есть видите, оно выпуклое, да? Да. То есть все видно? Здорово, из воска. Не надо. Все, да? Чтобы нанести изображение или тексты, которые изготовлены из воска, на колокол, она вот жесткая, да? Ее нагревают на плитке. Становится мягкой, эластичной, когда уже прилепляется. Прежде чем прилепить, это называется фальш-колокол. Это форма, которая будет передавать именно все параметры будущему колоколу. Она нужна для этого. Она не такая твердая, как колокольный стержень. Колокольный стержень вы можете наблюдать, вот там они стоят у нас, вот маленькие вот такие вот, видите? Это из кварца, сделано из кварца, с отвердительными смесями. Там уже будущее крепление для языка колокольного идет. Эта форма будет нести на себе весь вес залитого колокола, весь вес металла. Она делается более твердой, покрывается антипригарной краской, которая содержит спирт, чтобы избавиться от паров спирта, чтобы не было воспламенения. Заранее поджигают форму, и спирт испаряется, форма остается. Это получается несущая часть, это внутренняя форма. Чтобы изготовить нам наружную форму, нам нужно вообще для изготовления колокола 2 формы. В песочек играли, да, раньше? Угу.
понимаем, о чем речь. Две формы. Вот это будет фальш-колокол, это для изготовления как раз таки внутренней формы. Внешней формы. Стержень у нас нужен для внутренней. На фальш-колокол наносим все изображения, они отпечатываются у нас потом в гипсе. Когда мы внешнюю надеваем на стержень, у нас получается зазор. Это и есть наш будущий колокол. Заливается металл сверху. Медь у нас плавится в печах. Одна из печей перед вами. В большом цехе, сегодня мы туда не пойдем, в большом цехе еще есть две большие печи. По 10 тонн каждая заливается. То есть одновременно можно работать. Медь выливается в ковш. Плавится это очень долго. Туда же заранее приходят работники, получается, охранники приходят, включают печь, все это разогревается, медь плавится, 1500 градусов, потом переливается в ковш. В ковш потом добавляется олово, вы сами знаете олово, да, кто паяльниками пользовались в детстве, там, не знаю, олово плавится очень быстро, добавляется олово, все это смешивается, температура достигает 1020 градусов, только тогда происходит заливка. Форма остывает несколько суток. Вот сейчас вот можете даже потрогать, в принципе, если хотите. Вот сейчас вот стоит форма, она до сих пор теплая. Ее залили вчера. Это примерно колокол, ну, около 100 килограмм, может быть чуть больше, может быть чуть меньше. Остывать это будет до понедельника. Если большой колокол, он, конечно, намного дольше будет остывать. Эта форма потом снимется. Выколачивается лишний гипс, лишнее все это отколачивается, потом отправляется на шлифовку. Вся работа производится вручную, вообще полностью технология это ручная работа. Конечно, сейчас современное производство отличается от прошлого наличием, там, допустим, каких-то новых материалов. Используется гипс, допустим, а не глина, да? Используются у нас газовые печи, сушила электрические. Ну, без этого в наше время никуда, да? Единственное здесь вспомогательные инструменты, приборы, это вот кран-балка здесь и кран-балка в том цехе. По сути, сама технология производства, она особо-то сильно не поменялась. Испокон веков знания передавались, ни одной книги нет с технологией производства, нет никаких тонкостей, каких-то подробностей, как изготовить, что, как отлить. Все это передавалось от мастера к мастеру. И, в принципе, и сейчас происходит то же самое. У кого-то лучше получается, у кого-то хуже получается. На одном заводе у колоколов, допустим, там толщина стенки одна, у нас толщина стенки другая. У нас звенит колокол, звонко, допустим, там глуше. Если севера брать, допустим, у них, я так понимаю, по воде, Архангельская, допустим, область, да, по воде звук все равно лучше распространяется. У них колокола как-то поглуше звучат, если там производитель, допустим, другой завод. То есть отличия есть. Если сравнивать колокола, отличия есть. Некоторые колокола вообще у нас шлифуются. На нашем заводе шлифуется колокол вообще полностью. И образа, и юбка, и уши, все шлифуется полностью. Тоже это делается вручную. Вплоть до стоматологических вот этих вот шлифовальных машинок доходит, да, все эти буковки, все полностью там вышлифовывается. Это кропотливая работа. И уже конечная стадия это пескоструйка. Колокол медь имеет свойство окисляться, и это защитный слой, естественное окисление. Колокол, чтобы окислиться, чтобы свой защитный слой полностью принять, то есть он становится такой темно-зеленый, почти черный, такой, где-то от 7 до 10 лет примерно занимает. Вот этот защитный слой, который на всю жизнь с ним остается. Если снова его начать шлифовать, конечно, можно добраться до, опять же, бронзы, она опять также будет блестеть. У меня есть пример, просто у нас мой живой пример из детства. 15 километров от города у нас был дом деревенский свой, и мы каждый год в огороде находили какие-нибудь предметы именно вот 17, 18, 19 век.
маленькие колокольчики для животных, там, подковы, даже снаряды с гражданской войны. То есть монет очень много разных годов, там, начало 20 века, там, конец 19-го. И самое запоминающееся, это был колокол килограмма на 3-4. Был мастер Баранов, не помню инициалы, по-моему, Баранов был. Вот он медный, он был окислен вообще полностью. Мы его просто ножом начали царапать. Он был целый, вообще просто целый. Мы его просто от грязи отковыряли. В очередной раз пахали под картошку землю. И вот его нашли случайно. И язык у него целый был, крепление, все. Он звенел вообще очень звонко. Ну, я так понимаю, мы когда с Николаем Геннадьевичем вот этот момент обсуждали, я говорю, вот такой вот, такого размера. Он говорит, ну это не церковный, это для других, может, церковные они немножко побольше, там, это все-таки, я говорю, там вот гравировка была такая. Сейчас как бы этот колокол утерян, там с переездами было связано. Но тем не менее, вот такая память есть, то, что у меня отложилось из детства. Видимо, как-то дорожки сошлись. Сейчас колокольный завод, сейчас рассказываю вам про колокола. Сейчас я вас приглашаю в склад готовой продукции, где вы увидите своими глазами и услышите наши колокола. Уже готовые, уже готовые. Это готовые, это Питер, это я не помню куда. Вас 2,5, это 1140. По поводу языков для колоколов. Язык для колокола изготовляется из низкоуглеродистой мягкой стали. Здесь на территории этого завода изготовляются языки до 60 килограмм. Насколько позволяет нам вот этот вот молот. То есть, вот, кузнец работает здесь. Все, что свыше 60 килограмм, мы заказываем на алюминиевом заводе. Там молот побольше. Ну, это вот из-за того, что вот производственные мощности позволяют. Я не знаю, ну, явно там 30-40-х годов. Явно. Я просто на производстве немножко работал примерно. По корпусу могу сказать, что это 30-е, 40-е, может быть 50-е годы. Ну да, ну советские, конечно. Сейчас мощностей таких нет, чтобы производить, вот даже корпус просто произвести. Сейчас таких литейных даже мощностей нет в наше время, на самом деле. У нас пресс стоит на Кунзе, стоит пресс, который еще Гитлер открывал. То есть после войны наши отжали, грубо говоря. Он там 33-го года, на нем даже свастика когда-то была, там есть исторические фотографии. Сам этот пресс видел, мы его ремонтировали. Это пресс вертикальный. И до сих пор его просто нереально его сделать просто. Его нигде не отлить, его нигде не сделать. Этот корпус внутренности просто меняется и все. То есть, представляете, да, масштабы какие раньше были. Сейчас. Хотя технологии шагаем вперед. Так, про языки я вам сказал. Вот этот вот один из первых колоколов, который был отлит. Видите, да, как он выглядит примерно? Но он звенит, он звучит. У нас в России принято испокон веков, что было, для чего был колокол? Для чего вообще колокол? Информация. Да, ну, сигнал, да, оповещение, что то там у царя там сын родился, там пожар случился, еще что-то. То есть по звону колоколов можно было или по манере игры можно было понять, что происходит. Да, на бат это идет или еще что-то там, или праздник какой-то наступил. То есть это все. Расстояния были большие между деревнями, ну и сейчас, да, там 3-6 километров. И сама суть колокола передать в виде информации звук, да, звук передать как информацию на более большое расстояние. Вообще компания Петков рекорд 15 километров распространения звука. Колокол, да, 15 километров распространения звука. Вот такая вот сигнальная функция. Вообще по классике русский колокол, церковный я имею в виду, он должен звучать именно вот сначала мы ударяем, удар, идет звон, распространение звука. Звук это 5-6 секунд. Потом, это классический должен быть колокол, он затухает, и потом идет распространение вибрации, идет гул. Маленькие колокола проверяются медными, вот такими вот штучками ударными, а большие мы уже непосредственно большими языками пробуем. Сейчас я вам это все покажу.
Вот здесь, кстати, находится коллекция Николая Геннадьевича языков. Они привезены с разных концов страны. Батюшки привозят, знакомые, кто знает его увлечение коллекционированию этих языков. Тут есть вплоть до, я не знаю, там, сваренные арматуры, вот такие вот языки есть, которые реально висели где-то, да, там они там использовались. Вот такая вот арматура, то есть чугунные языки, вот такие вот классические. Даже вот такой вот большой, вот, но это уже более современный, тут, судя по резьбовому соединению, это что-то кто-то придумал конкретно, уже там какой-то большой колокол побили. Этого я не знаю. Всего не запомнишь, рассказывают очень много. Сейчас я вам покажу примерно, как они звучат. Когда ударяют по колоколам, определенные места есть. Когда звонари работают. Ну, звонари работают, у них уже все отрегулировано. А так, в принципе, это вот эта вот нижняя часть юбки, вот это ребро. Язык как раз ставится под ребро. Удар идет туда. Распространение звука и вибрации идет лучше. Я примерно постараюсь вам показать. Мощно. Все еще губы идет, да? Слышно, да? Сейчас я вам покажу, как звучат большие. На тонну 140 и на 2,5. Если у кого-то есть панические атаки, говорите сразу. Кто не переносит сильные звуки, может немножко... В старину вообще колокола известно, что они лечили своими вибрациями. Да. Так что давайте полечимся немножко. Вибрации могут проходить до минуты спокойно. Ну, сейчас 2,5. Этот поедет колокол в Питер. Сейчас вы будете всем рассказывать, а я знаю, где производит колокола. Вообще весь Урал — это компания Петков и компания. То есть завод Петков и компания. Раз вы из Екатеринбурга приехали, я вам покажу голову, который 1951 года. Отлит он англичанин. Видите, по форме он не классический, не русский, да. Отлит англичанин. Все еще. Да. Наши колокола не только есть в России, они есть также за пределами нашей Родины. Это Новый Афон, это Крит, это Православная Америка, это Болгария, это Великобритания. Великобритания — это колокол отлит для покойной Елизаветы. Угу. Это именно Петков и компания отливали, да? Да. А вот здесь... Колокол стоит? Какой? Вот который еще гудит. Такой, честно, не знаю. Там на килограммы есть расценки. На килограммы. Она-то точно знает, да, она точно знает.
Я вам обещал еще эксклюзив. Это колокол, который не завершен до конца. Он не прошел все стадии, получается, шлифовки. Но скоро он будет готов. Он находится на улице. Я хочу вам показать. Пока он еще не уехал, он поедет в Казахстан. Он 2,5. Так, правой рукой мы работаем за зонами. Да? Вот потихонечку попробуйте. Иди пойди, Николай. Подходите, не стесняйтесь, конечно. Значит, Правая рука. так, правая так, да. А это так, да? Это вот так. Я просто нажимаю. Вот я показываю. Вот так. Так. А, Так удобнее. Подходите. не здорово. стесняйтесь. Когда еще такая возможность? Николай, расскажи, что ты делал? А, ты так делал? Нет, Так? так, руку вертикально. Руку вертикально. Вверх, вниз, вверх. А, вверх, вниз? Вот. Нет. Вертикально. Почему вертикально? Так? Руку Нет, так. вверх, просто вверх. А так? Вверх, вниз, да. Все. Они так и натянуты, вверх, вниз. А их как? Так? А, здорово. А можно надавить? Пробуйте. Это самый потрясающий. Вот это вообще звук. Это правая нога. Шикарный. И есть такая эксклюзивная возможность посмотреть вживую. Трогать руками не надо, потому что эти отпечатки от наших рук, они потом ни одна машинка не возьмет. То есть гладкие части, если оставим отпечаток... Да. Он уже полностью готов, да? Он только Нет, что... его еще шлифовать надо. шлифовать. Нет, он отлит, все, его надо шлифовать. А там язык-то уже есть, да? И язык у него должен быть отдельно. Пока еще рано туда его вешать. Язык Нельзя, это сказали, 1/20 нельзя. веса. Можете пофотографировать. Из кастрюли это уже идет уже конечная операция. То есть под давлением, потом под давлением доводится. Я так понимаю, на финал, да? Да. Просто меня удивило, как вы здорово все проводите в другой сфере Ну, деятельности. будем стараться. Замечательно. И Приезжайте благодарим еще. нашего Спасибо, Александр. Экскурсовода боятся все, потому что это самый строгий эксперт в экскурсионной деятельности. Я лично, сколько-то лет назад сдавала экзамены, меня трясло. Теперь мы тоже такой же, друзья. Спасибо вам. Спасибо, что Спасибо приехали. вам большое, очень Спасибо. интересно. Спасибо. Мама там живет. Я рада, что у вас очень нравится. До свидания, всего доброго.